Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Сегодня 1 мая. Я проснулась очень поздно, прям очень поздно, потому что сейчас 14:48, и я только встала. Я где-то часа полтора-два лежала, общалась по WhatsApp, смотрела ролики. Иногда я так люблю делать. К тому же сейчас дома холодно, но мне это нравится, потому что время пижамок, как я уже говорила несколько раз. И потом на улице пасмурно, холодно, и сегодня свою ежедневную прогулку я совершать не буду. А значит, как раз вот эти пару часов, которые у меня уходят на прогулку, можно потратить на то, чтобы полежать. Нет, если честно, это время можно было потратить на более полезные вещи, я это иногда понимаю. Но, опять же, знаете как, бывает, что встанешь поздно, вот объективно поздно, и при этом потом буквально за пару часов сделаешь столько, сколько ты не делаешь иной раз там за полдня. А можно встать рано и сидеть тупить. Поэтому я решила послушаться свой организм, тем более, что, как я говорила в прошлом видео, я упустила ангину и, в общем, да. Сейчас я поставила кофе, наверное, сделаю себе немного каши, как всегда. А потом посмотрю, что буду делать. Я, кстати говоря, и легла довольно поздно. Уже светало. Было 4 с чем-то, потому что я составила план, который мне необходимо сделать не за день, а вот за там ближайшие хотя бы дней 10. И там было примерно 11 пунктов, причем там еще и подпункты были. И где-то 3 я уже вычеркнула, потому что я вчера все это осуществила. Так что, в общем-то, все нормально. А там посмотрим, что буду делать. Я уже решила, что вот так до завтрака лучше не загадывать и не строить планы. Пью кофе с домашним пирогом, с апельсинами. Я связала наволочку, которая зигзаг, и теперь выбираю пуговицы. Наволочку довязала, получилась, в принципе, она классная. Ниток осталось много, и вот эта бобина, и этих еще много. Возможно, сделаю сочетание черного и рыжего, но это будет ярко, может быть, опять же, вот этот и оранжевый, как в предыдущих наволочках. Вот. Так что будет на дачу такая прелесть. И опять же, ненужные нитки здесь послужат там на пользу. Да, не удивляйтесь, что у меня тут оранжевые нитки. У меня нитки есть всех цветов, но шью я редко, поэтому коробка стояла очень далеко в шкафу, и я открыла ее и достала первые попавшиеся. Вот. Но это ничего страшного, это опять же дачный вариант, обратная сторона, и пуговицы я тоже не сильно стала подбирать. Они абсолютно тут разные, и с 2 дырочками, и с 4. Как бы и так сойдет по принципу. Один раз купила скатерть на дачу, такую тефлоновую, на круглый стол. На ней что-то чинили, испачкали, плюс изрезали. Понятно, много чего еще покупала. В том году привезла опять тефлоновую красивую скатерть, уже на овальный стол. Уезжала, все нормально было, этот сезон открыли, там дырка. Типа версия, что мышка погрызла, понятное дело, не в мышке дело. Так относились. Привезла себе одно когда-то полотенце на дачу,
Кто-то ехал на озеро, потерял. На нем пару раз еще проехались велосипедом. Я купила новое. Ну, пожилой человек кашу ел, схватили мое полотенце, потом не постирали. Вот. Привезла новое полотенце. Я еще в том году показывала. Точнее, даже не купила, оно просто в запасах новое лежало. Красивое, летнее. Дачный сезон закончился, привезли в город, постирали, и тут же схватилась зачем-то, на журнальный стол было постелено и незамедлительно попачкано чаем. Чаем, кофе, не знаю чем. Вот. Поэтому, конечно, хочется создать уют. Я стараюсь, но с другой стороны уже в какой-то момент начинают опускаться руки, честно говоря. Ну, я не теряю надежды. Ну, а теперь раскраиваю шторы в большую комнату, как и собиралась. Так, если вдруг видно, что у меня рваные носки, я в них хожу как в тапках. У меня их много, и когда они рвутся, уже окончательно я их выбрасываю. Ну, вот эти скоро и отправятся в помойку. Шторы, вообще с виду мне казалось, что все как бы нормально и ровно. Они у нас не висели, как я уже говорила. Это, может быть, мама с работы принесла, не знаю. Там, когда списывали, еще что-то. Но на деле оказалось, что они все кривые, косые, поэтому нужно переделывать. Хотя странно, этот материал вообще-то не проблемный. Я не очень понимаю, в чем проблема была подшить ровно. Ну, ладно, сейчас я это все исправляю по максимуму. Красивая вообще ткань, поэтому сейчас сделаю на 2 окна, как раз хватит. И вторая штора. Очень удобно, что у меня дома балетный зал и столько пространства, что можно совершенно спокойно все раскраивать без каких-то проблем. Тут вот даже уже не знаешь, с какой стороны подойти. Это хорошо, что в принципе-то более-менее я знаю, как это делать. Просто сама по себе шторы я не шила никогда. Я шила одежду, обувь, театральные костюмы, обувь балетную, когда мне было это интересно. Принимала заказы. Но это было уже очень-очень давно. Вот. Шторы для меня это нечто новенькое, ну, тоже полезное. Хочу просто обновить. Да, ножницы это просто такие супер острые. У меня есть еще такие портновские советские. Достала швейную машинку, у меня Husqvarna. Но у меня есть еще одна такая небольшая. Но это так, знаете, такое баловство. И еще есть даже дорожная одна. Но это тем более баловство. А из основательных вот это. Мне она нравится. У меня еще есть оверлок, но сейчас он мне, в принципе, не потребуется. Поэтому я его не доставала. Так, и коробочку достала вот такую красивую. Тут у меня нитки. О, слушайте, как удачно. Вот эти могут идеально подойти. Правда, толстовато, наверное, но посмотрим. У меня вообще здесь есть, если честно, даже какие-то прозрачные нитки. Вот. Где-то были. Вот эти незаметные. А для меня ткань отличная, потому что, как видите, все ровненько, все полосочки при подгибе сочетаются, никаких проблем вообще. Отлично. Конечно, то, что она сыпется, если бы я использовала клейкую ленту, вот эту вот такую тесемку, на нее бы подклеивала, то, конечно, я бы достала оверлок. Но поскольку я буду еще раз подворачивать, то как бы тут не надо.
Давно я не шила, но, кстати, на машинке желательно периодически хотя бы шить, потому что если она долго стоит, то начинаются первое время какие-то проблемы, причем не обязательно, что это ее нужно там смазывать. И у меня вот тут возникли некоторые трудности, но это все быстро наладилось. И забегая вперед, могу сказать, что потом она вообще беспроблемно тьфу-тьфу-тьфу сшила. Тем более я ее прям вот чувствую. Вот. Ну, в общем, я взяла другие нитки, они вот в коробочке рядом лежали, серые такие, потому что те нитки толстоваты, и они в иголку не хотели продеваться. Я, конечно, могла другую взять иголку, но, честно говоря, очень лениво. Ну вот, постепенно дело движется, что уже хорошо. Главное начать. Вот две наволочки уже готовы, точнее это не наволочки, а декоративные подушки сами, то есть у них наволочек не будет, потому что яркие у меня вязаные. Туда я буду тоже подушки сама делать, набивать их. Так, и вот как раз эти к шторам, плюс для перебивки яркие вязаные, и будет вообще отлично. Но у меня обязательно полосочки все совпадают. А завтра я все это утром постираю. Это будут подхваты для штор, но я их тоже сначала постираю, потом уже отглажу и прострочу, и уже доделаю. Так что вот так вот, потому что здесь какие-то есть разводы, плюс пыль, поэтому лучше постирать. 2 часа ночи, а я тут вовсю занимаюсь занавесками. Короче говоря, я как-то рассказывала, что вот эта ткань, но это по факту занавески. У нас она тоже откуда-то появилась когда-то, то есть у нас это не висело, но безумно красиво и подходит под обои в большую комнату, на даче. Но дело в том, что, к сожалению, одна шторина, ее просто не хватит. Поэтому я планировала, что это будет, например, на кухню, а вот эти, не верхние, а вот те, такой вот рисунок, я планировала, что будет в маленькой комнате. Но я сделала же замеры всего, и оказалось, что вот это просто идеально будет на нашу кровать. Потому что на диване там покрывало более-менее подходит, а на нашу кровать, я просто привозила отсюда, что мне не жалко, но это не вписывается по цветовой гамме. Но я уже думала, поскольку будут бордовые. Во-первых, муж сказал, что там что-то мыши погрызли. Это во-первых. И во-вторых, не знаю, что конкретно. И я уже думала, что он пусть привезет дорогущий мохеровый плед, но просто на зиму забирает, что я привозила. Но сейчас я подумала, что прям вот идеально, прям отлично будет по размеру, поэтому это идет на кровать, как плед. Значит, что остается? Остается вот эта шторина, которая просто идеально подойдет в маленькую комнату. Так, но, как видите, здесь такие круги. И на кухню я думала, не хватит. Короче, то, что вот я обрезала эту штору, она будет большая такая-то, она сложена пополам. Вот, я отрезала, сделаю 2 подушки декоративные. Да, круги не попадают, можно их было вырезать оттуда, но смысл портить ткань. Я считаю, что ничего, для дачи вообще идеально. Вот это будет подхват, потому что штора будет тоже одна, соответственно, один подхват должен быть. А из этой, я, опять же, ни туда, ни сюда получается. И я подошью и положу это на кресло. И вот в большой комнате, то, что я сейчас шила шторы, там тоже остался отрез ткани,
и тоже ни туда, ни сюда. Я решила, что там стоит письменный стол в большой комнате, и на нем оргстекло. И, соответственно, я под оргстекло положу эту ткань, получится тоже отлично. Вот. Но вопрос остается открытым с кухней. У бабушки на квартире вот такая была штора на кухне. По длине она подходит, и еще вот смотрите, сколько остается. А по ширине, к сожалению, она, по-моему, 109 сантиметров, а там окна, ну, грубо говоря, 130. Ну и я подумала, на кухне-то подушки не нужны и тому подобное. Поэтому я, наверное, вот этот остаток порежу и сошью сбоку. Тоже дачный вариант, никакого криминала не вижу, только не знаю, вот так вот или вот так порежу. Потому что, в принципе, это абстракция. И даже если боковина будет пришита с такими штуками, мне кажется, не страшно. Но это надо подумать, потому что, ну, грубо говоря, 110, да, там не хватает 20 сантиметров. И можно с каждой стороны, например, пришить. В общем, что-то такое. Потому что в целом мне вот эти шторы нравятся, они очень классные. Ну, как-то так. У меня, правда, еще остается вот такой кусок, он тоже очень классный. Но он, в принципе, тоже ни туда, ни сюда не подходит. Вот. Но это я потом решу, что сделать. Что-нибудь придумаем. Пока готовится завтрак, пью теплую воду. Потому что у меня сейчас уже все, ангина уходит. Но, знаете, тот момент, когда ангина начинается, когда ее упускаешь, это момент, пожалуй, поприятнее, чем когда вот уже 1-2 дня осталось до ее завершения. Ну, то есть боль в горле мне гораздо более... Она нормально воспринимается, чем вот то, что сейчас происходит. А на улице солнечно. Я вообще сегодня, вот сейчас 10:38, для меня это рано, я вообще встала. Проснулась гораздо раньше, просто лежала, смотрела разные интересные видосики. Но я даже не знаю, по ходу дела, может и погулять, можно пойти. Ну, хотя солнечно не значит тепло. С другой стороны, я привыкла гулять, но по факту нет времени сегодня. Наверное, все-таки буду работать, потому что завтра нужно на Бусти обязательно выложить видео. Потом, ну и как бы со шторами уже доделывать. Ну а сейчас позавтракала и снова села за пошив всяких занавесок и тому подобного, подушек. Ну, вот вчера начала, и уже стало легче. Машинка отлично теперь работает, то есть вчера немножечко были проблемы, но сейчас прям как тьфу-тьфу по маслу работает. Я не смазывала ее ничем, все обошлось. Ну и не нужно было там ее от пыли очищать, потому что она была в чехле. Так что нормально. Тут наволочка. Ну, много еще чего сегодня предстоит делать. Плюс что-то, я уже говорила, надо постирать. И только потом доделывать. Так что работы достаточно. Тут я и на ускорение поставила, чтобы побыстрее для вас все это прошло. Ну и теперь осталось шторы сделать на кухню. Я вообще тоже очень удивлена, вот эти меня шторы поразили по полной программе, потому что, вот смотрите, да, вы видите, насколько они неровные. Вот я прочертила. И здесь они тоже просто вот так вот. Но здесь еще туда-сюда, как говорится, низ.
Я-то рассчитывала, что, ну, например, вверх отлично, тут уже петельки есть, думаю, только низ подошью, но как бы, я не знаю, в принципе, вот я думаю, на даче как такового карниза-то нет, то есть это, наверное, не так страшно будет, но с другой стороны, наверное, все-таки будет как-то не очень. Будет заметно, поэтому я и здесь провела линию. Короче, сейчас буду и там все подворачивать заново, подшивать, потому что, честно говоря, это ужас. А у меня снова ткань, на сей раз темно-серая. Вот из нее я как раз буду делать подушки, вот для тех наволочек, которые я вязала. Ну, у меня вообще ткани очень много, разной. Но туда бы желательно однотонная, поэтому выбираю вот это. Ну, по крайней мере, и не маркая, и ткани много. До чего лень доводит, у меня лежит новый абсолютно этот самый утюг. Но я, короче, не хочу доставать утюг, хотя у меня и гладильный комод хороший, все дела. Ну, в общем, утюг стоит новый. Мы купили, мама один раз им воспользовалась, ну, а теперь я не пользуюсь. Вот. Достала эту щетку паровую Smile. В принципе, мы ей тоже купили, воспользовались и все. Но я подумала, надо хоть попробовать. У меня там этой самой, как ее, и, может, занавески можно будет. Короче, сейчас попробую, но потому что так раскраивать нельзя. Вот в итоге мне понравилось, ну, более-менее понравилась вот эта насадка. Но вот когда мы пробовали, изначально, когда купили, в принципе, она нам тоже понравилась. А вот та, типа утюжка, на самом деле не очень. Вот. Для чего эта насадка, не знаю, там, наверное, есть инструкция, и не помню, нравилась она или не нравилась. Ну, вот это более-менее так разглаживает, но не сказать, чтоб сильно. Вот такие две подушки в маленькую комнату получились. В принципе, я все равно переживала, что как бы рисунок не полностью, но на деле оказалось очень даже хорошо. Вот. Я довольна. Эти наволочки, тут у меня две 40 на 40. Я их буду, скорее всего, набивать шариками вот этими и для кресла-мешка. Но это завтра, потому что сейчас уже поздно. А шарики будут по всей квартире, поэтому нужно будет включать пылесос, собирать. Да, для начала нужно будет там вот этот пластиковый контейнер помыть. Ну, в общем, эти завтра постираю, и только после этого буду наполнять, ну, не шариками, а уже этим, господи, холофайбером, или как он там называется. Так, и вот одна подушка, которую я сейчас уже сделала, такую вот из серой, 35 на 35, это подошло вот на такую наволочку, а здесь нужно побольше. Так что это уже все завтра. У меня бедлам полнейший, но это я еще буду тут шить и прочее. Так что оставлю до завтра. Это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в мои другие соцсети, ссылка будет под видео. Желаю вам здоровья, настроения, вдохновения во всем и до скорой встречи. Всем пока-пока.